Вот и Бужа река. Она, кстати, поднялась. Сегодня день народного единства, так называемый. Ой. Довелось единиться с народом с этим в электричке. На Выхино села отвратительная компания. Пьяные. Один воняет одеколоном каким-то. Просто нестерпимо. Другой орет все время. Бегали курить, шумели, пьянствовали. Да, я думаю, народ, только держись, такой народ. Просто как-то вот все удовольствие от поездки поздней осенью на реку было нарушено. Ну, слава богу, они вышли в шатуре. О, ну вот такое вот единство. Ощущение омерзения до сих пор. И таких людей в электричке полно. Еле успел. Поезд стоял в Чарустях 40 минут по какой-то причине. А темнеет-то быстро. Ой, чтоб по лесу идти. Удовольствия мало в темноте ходить по лесу. О, как поднялась река. То есть поздней осенью можно, по идее, даже сплавляться, наверное. Она лишь немногим меньше сейчас, чем весной. Дожди. Ну, весной она еще выше, ну, на полметра, может, почти на метр. В самый пик половодья. Ой, пойду сейчас туда вот дальше, на свое место. Передохну сейчас немного. Надо быстренько будет поставить палатку, потому что прогнозируется дождь. Но не холодно сейчас. Не холодно. Шел быстро, весь взмок. Какие-то грибочки. Тут вот есть. Ну и вообще в лесу есть какие-то грибочки. Ну такие, я в них не особо разбираюсь. Может, найду что-нибудь. Это вот поздняя осень такие характерные. Вот такой вот лес. Шел прям чуть не бежал. Думаю, сейчас стемнеет. И как я там буду в лесу ковыряться? Тут и во время, когда светло, и то можно заблудиться. А уж когда темно, подавно. Когда темно. Черенок от лопаты моей стоит. Тут дров, ну, есть тоже, но они в основном сырые, гнилые. Я лучше пойду туда подальше. Ой, вот сюда вот пришел. Раньше всегда тут останавливался, но полянку эту загадили, замусорили. Везде все валяется. Какие-то тут ложки. Всякая дрянь. Бутылки он повесили. Зачем? Свиньи. Свиньи, что сказать. Вон там насорили. Вот. Тут насорили. Везде что-то валяется. Вот так вот. Единение. День народного единства. В электричке видел свинство. А здесь хорошо. Пускай все там пьянствуют, шумят. А я это не буду делать. Я пожгу костер, палатку установлю. Ну, наверное, звезды посмотреть не удастся. Если только чудо какое ночью будет, не знаю. Облачное небо. Очень облачное. Просто побуду тут. Надо немножко в себя прийти. Вон даже мухомор какой-то гнилой лежит. В себя надо прийти. Измаялся я. Ну, попилю пилой. Осенний пилофон будет. Первым делом я разжег костер. Уж делать это, когда стемнеет, это будет не очень здорово. Вот тут озерцо.
Дрова тут есть, я, конечно, найду. Но мне проще поставить палатку в темноте, чем искать эти дрова. Поэтому лучше сразу развести костер. Все мокро. Но, к счастью, была береста. Я с помощью мачете нарубил бересты быстренько. Вот мачете. Вот. Очень полезная вещь, убеждаюсь в этом не первый раз. Порубил, ветки нарубил на растопку. И костерок-то и разжег. А кругом дубовые листья. Такие уже они не шуршат почти. Вот здесь буду делать палатку. Вот отсюда я нарубил с этого ствола. С этого ствола нарубил на растопку. Там вот то, что я пилил в тот раз пилой силки Котонобой 650. Попилю еще этой пилой, я ее с собой взял. Хорошая пила. Большое удовольствие пилить. Ну тут есть что попилить такой пилой. Полно. Есть даже то, что для нее, наверное, не по зубам. О как. Какая-то мега птица, что ли, наделала. Что это? Кто-то, интересно, испражнялся сюда. И белое стало все. А может, это смола засохшая? Не знаю. В общем, сейчас передохну немного. Вот тут вещи мои лежат. Маленькая пила тоже есть. Термос. Передохну слегка. И буду вот здесь, вот в этом месте, ставить палатку. Потому что дождь еще прогнозируется. И очень быстро темнеет. Но ставить палатку в темноте мне не впервой. Это, в общем-то, возможно. Никакой в этом большой проблемы нет. Главное, чтобы костер был. Фонари есть у меня. Темнеет, темнеет. Костер должен разгореться. То он сейчас возьмет, да и затухнет, кстати. Ну, так и есть. Точно так и есть. Буду заниматься с костром в первую очередь. Ну вот, установил я палатку. Костер горит хорошо, устойчиво. Вот он. Со второго раза он уже разгорелся как надо. Попилил я вот немножко с помощью пилы Гамтара вот эту вот не очень толстую ветку. Ну как, сантиметров, ну, наверное, до 10 в самом толстом месте. Моментально. Конечно, такую котонобоем пилить смысла нет. Котонобой это вот для вот таких. Костер горит. Палатка стоит. Ну, буду дальше действовать. И уже темно, а время только 6 час. Ну, что говорить, если где-то, по-моему, в 16:36 сейчас закат. Ну, еще какое-то время светло, а потом все. Вот по такому лесу уже пройти было бы очень сложно. Ну, может быть, я бы и прошел, но это был бы кошмар. Лучше этого не допускать. Поэтому, когда кто-то говорит, вот, идти ночью с фонарем, я посмотрю на то, как по такому лесу ночью с фонарем. Это можно делать только в случае какой-то крайней необходимости, какой-то опасности для жизни или еще каких-то ситуациях. Но в норме по ночам ходить по лесу очень нежелательно. Потому что даже с фонарем это затруднительно и опасно. Вот. Кое-какие вещи. Еще я, правда, внутреннюю палатку не смонтировал. Вот тут вещи лежат. Вон она, Гамтара пила. Чай. Коврик.
продукты вот в этом мешке. Ну, я потом расскажу, какие. Ну, там ничего особенного. Картошка, лук, сыр плавленый, сырки для супа. Ну, что еще? Печенье. Ну, в общем, так. Никаких особых деликатесов не будет изготавливаться. А тут на рюкзаке осталось напоминание о поездке на юг. Вот такая вот наклеечка. Сочи. Как там сейчас Сочи? Один бог знает. Ну вот палатка. Быстренько я ее поставил. Потому что мало ли еще дождь пойдет, не хотелось бы. Костер тоже горит. Хороший костер такой мощный. Это уже не затухнет, даже если дождь еще. А потом я... Ну вот эту березовую можно. Ух ты. Надо же. Вот я отпилил, и на ней, на этом спиле, вырос гриб. Как быстро это все происходит. Не ожидал. Вот. А вот это вот здоровая елка. Очень здоровая. Ну, больше 30 сантиметров точно. Во. Вот это катанобоем я пилил. Вот она. Я вот, наверное, отхвачу тут кусочек такой. Ну, вот посюда, может быть. Отхвачу. И в костерок положу. Будет он долго гореть. Вот это задача для катанобоя. Катанобоя. А это вот задача для мачете. Вот так. Вот так. Это все тем же топором это гораздо менее удобно. А тут вжик-вжик и в дамках. Вот так вот. Вот это вот можно тоже сжечь. Пожалуй, я заберу сейчас с собой. Вот это бревно заберу. И в костер его положу. Тем более, чтобы оно мне тут на проходе не особо мешалось. А то... Ух, листва дуба. Да. Что, я просто так елку, что ли, пилил? Нет. Елку я пилил далеко не просто так. Пускай обгорают эти ветки. Обгорят. А потом... Да, вот так вот. Побыстрее дело пойдет. Вот костер должен быть минимум вот такой. А не какой-то там костерок из жалких каких-то веточек. Ну, конечно, для каких-то условий может быть, но углей и жара должно быть достаточное количество. А тогда да. Ну и вот палатка. Красота. И главное, что не очень холодно. Кстати, термометр у меня есть, потом посмотрим. Ну, пар идет. Может быть, так кажется, что не холодно. Не знаю. Займусь сейчас еще какими делами. Чай попил. Ну и потом отпилю здоровый пень. Положу его в костер. И буду наслаждаться спокойствием. После этой скотской электрички. Ой, прям вообще. Как же люди становятся такими? Ведь дети-то все хорошие. В каком возрасте? Как это происходит? Не знаю. Ну, кстати, топорик там виден, который сломался когда-то давно-давно. Вот он. И превратился в такой, что-то типа молотка или клевца. Не знаю. Для чего-нибудь
вот пригодится. Ну, может здесь построить какой-нибудь шалашик. Может быть, гвозди забивать, мало ли что. Вот. Ладно, попью чайка и займусь еще другими делами. Времени-то сейчас еще 6 нет, а тьма кругом. Потому что ноябрь, 4 ноября, День единства народного. Вот единялся сегодня. До сих пор никак не отойду. Ну вот и объяснение, зачем нужен катана-бой. Видно, что сверху в костре лежит огромное бревно. Это часть основания елки, которую я в прошлый раз пилил. Вот, видно, запил. Размер ее, ну вот, такой, ну 30 с гаком сантиметров. Еле дотащил ее сюда. Вот, теперь она тут разгорится. И сегодня, скорее всего, часов 6 она будет гореть до ночи глубокой. Но если уж очень мне приспичит, я еще одну такую отпилю. Скорее всего, не потребуется. Но особых проблем с костром, я думаю, не будет. Ну вот, можно еще в сравнении. Вот так вот. То есть это здоровый такой обрубок. Тяжелый. Тащил его сюда. Вот видно, что палатка отсыревает. Потому что сейчас туман такой. Конденсат. Вот надо вот эти вот подтянуть. Вот так вот сделать. Оп. И пройти тут вообще по кругу. А, здесь вот неправильно сделано. Здесь я буду переделывать. Ага. Вот тут. Потому что за одну веревочку можно тянуть, натягивать, а за другую она не натягивается. Там я, видимо, ошибся, но я проверю. Иногда это только так кажется. Вот. И я вот сейчас подтяну. Это же силиконовый, это синейлон этот. Он под действием влаги. Под действием влаги он отсыревает. Ну что ж, посмотрим, что у нас тут. Как у нас тут вышло. Почему? Сейчас я тут буду разбираться, в чем тут дело, посмотрю. Может быть, я неправильно соединил. Ну, исправлю сейчас. Поскольку солнца нет и не ожидается, я взял с собой мощный повербанк. Вот с такой вот платой для зарядки. И сейчас у меня разрядился фонарик один. Я решил его подзарядить. Потом заряжу телефон. Ну, и у меня есть еще один повербанк. То есть этот поход ориентирован на использование повербанков. Вот тут. Вон они, емкости. Вот там. Такие банки здоровые. Ну, а там, соответственно, горит костер. С палаткой я разобрался, все там было правильно. Буду сейчас внутреннюю устанавливать. Делать там коврик, спальник. Кстати, вот есть у меня зеленый лук. И вот что еще у меня есть. Это типа ВДшки. Это чтобы пилу смазывать, чтобы она не поржавела. Такие вот вещи. Еще у меня есть одна интересная штука. Это крепеж для струбцина такая, чтобы крепить фото-видеосъемочную аппаратуру, в частности, вот телефон, где угодно. Прикручивать можно. Здесь такой есть шуруп. Можно вот так защемить. Ну, в общем, такая штука интересная. Советская еще 3,50 стоила. Так вот.
Сейчас модно все советское. Ночевка в советской палатке брезентовой. Сразу там 100 000 просмотров. Еще что-нибудь такое. Вот советская струбцина имеется. Ну и тут заряжается фонарик. Что-то как-то он быстро стал разряжаться, не знаю. У меня есть, конечно, запасные батарейки к нему. Не знаю, взял я их с собой, не взял. Просто подзаряжу сейчас от этого. А пока попользуюсь другим фонарем. Ладно, надо делать внутреннюю палатку, а то что-то я тут заморочился. Потом еще и чай заваривать. Много дел. Много дел. Вот, пошел я посуду помыть. Кастрюльку. Суп я сварил. Ну и съел его. А тут такая красота. Озеро, туман и кочки здоровенные. О как. Вообще воды прибавилось. Тут было сухо. Вон лагерь мой там. Сейчас расскажу про то, как я готовил суп. Как ел его. Надо отнести кастрюльку. О, какие ветки. Это дуб. Вот он, сухой дуб. Ну, дуб я пока не жег. Вот гнилушки положил тут всякие. Они просохли. А внизу там лежит смоленистая. Такая. Смоленистая лежит. Вот сюда я поставлю воду. Ну, для масштаба так, чтобы представить, какой костер. Вон внизу лежит отпиленная пилой силки катанобой корневая часть. Ну, прикорневая, так скажем, огромной елки. А сверху лежат, дымят очень сильно гнилушки. Вот там вот бревно лежало. Ну, еще там остатки есть. Я его раздолбил. Ну, думаю, что она будет тут мешаться, только вид портить. Ну, и на проходе лежит. Все равно сгорит. В нем много смолы. Выгнивает-то целлюлоза, смола остается. Поэтому, когда просыхает такая гнилушка, то она горит нормально. Тем более, там внизу есть еще и более-менее неплохие дрова. Ну вот, внизу вот эта вот штука лежит. Вот это. Это то, что я отпилил. Кстати, вот обратите внимание, из гнилушек на нее капает чистая смола. Они очень смоленистые. На Селигере, когда я был, я такие, ну, как бы сгнившие и высохшие сжигал. Но это просто все равно, что в костер бросить, не знаю, там покрышку. Примерно такой же эффект. Черный дым, огонь мощный. В общем, это чистая смола. Так что не надо игнорировать и гнилушки. При хорошем пламени гнилушки тоже горят, что надо. Ну, в общем, я сварил сырковый суп из сырков, лука. Еще зеленый даже лук добавлял. У меня тут есть. Взял с собой, он стал портиться. Вот зеленый лук. Вот. А что вообще у меня там есть из продуктов-то? Сейчас я покажу. Вот, значит, зеленый лук есть. Это чай. Чай я буду заваривать. Еще немножко сырков осталось этих. Ну, вот такие. Сырки для супа называется. А у меня сушки есть. Сушки. Здесь еще недоеденную в электричке ел. Шоколадка бабаевская. Вот масло сливочное. Это НЗ гречка. Если вдруг пару штук вот таких вот. Юбилейные. Вот сейчас поем. Майонез. Вот такие. Ой-ой-ой. Тарталини. Тараралини какие-то. Ну, в общем, тоже сушки. Вот здесь еще гречка. Ну, там перец, соль.
Еще лук там лежит. 2 картофелины осталось. Вот такой вот у меня нехитрый набор. Набор хороший на самом деле. Я с голоду не помру. Нормально. Вот поел супа. А это вот от всяких от посудок чехлы. Чехлы нужны, чтобы это все не гремело. О, пожарил лук вот здесь вот на сковороде. На сковороде. Ну, я ее уже помыл. А вот вода, кстати, какая в роднике. Желтая. Видимо, из болота туда перелилось, когда дождь был, снег. Вода желтая. А в самом болоте вода как раз светлая. Сейчас там вскипячу воду на костре. Вот. Все тут помою. Я предпочитаю вечером мыть. Там вот палатка стоит. Помыть, чтоб уж, а то присохнет. И, в общем, лучше сразу помыть. Ох, как летит оттуда пепел. Ветер раздувает, быстро прогорает костер. Такой мощный костер. Вот сейчас занялись эти гнилушки смоленистые. Вот что происходит. Потом буду ехать в электричке, от меня тоже будет вонять. Только не одеколоном или чем это воняет от этих нехороших людей. То ли дезодорант какой-то гнусный, то ли одеколон, не знаю, вонь, короче. Контролер даже говорит, чё ж от вас так воняет? Воняет. Вместо того, чтобы мыться, поливаются этим. Ну ладно, не будем в таком хорошем месте вспоминать всяких ублюдков. Вот. Вон там внизу лежит отпиленная катанобоем. И на фоне такого костра это не кажется даже чем-то большим. А это костер как раз нужного размера, хорошего. Я вот тут сижу, тепло идет, пламя, как можно видеть, не такое уж огромное. И оно еще и уменьшится, сейчас прогорят вот эти тонкие. То есть катанобой must have, надо его иметь. Понятно, конечно, сейчас он очень дорогой. Ну, люди же покупают там какой-нибудь iPhone, еще что-то. В общем, вещи-то не особо нужные и быстро устаревающие. Так что пилу, которая много лет прослужит, если аккуратно обращаться, можно себе позволить. Ну, если есть такая возможность. Ну, я так думаю. Не знаю, у каждого свое какое-то представление на эту тему. Но я считаю, что порадовать себя хорошим костром много-много-много раз. Не думать об этих дровах, жечь костры, наслаждаться. Может быть, даже годами, а то и десятилетиями. Это стоит того. А многие другие вещи, которые даже дороже, они пройдут, не так уж много лет пройдет, и они станут уже бесполезны. Те же телефоны какие-нибудь, компьютеры, что там еще. Все это быстро устаревает. Ну, это так, рассуждение, конечно. Можно много возражений привести. Но в таком случае я скажу, ведь есть же двуручная пила. Конечно, для одного человека ее применять не так-то легко. Но можно. И она тоже позволит сделать вот примерно то же самое. Единственное, ей снизу пилить неудобно, в отличие от катанобоя. Если вообще возможно ей снизу пилить. Вот. Про посуду. Сковорода. Вот это вот для заваривания чая. У меня такой котелочек. Дальше там чайник стоит. Кружка там виднеется. Лук я жарил на горелке. Конечно, это не очень удобно, но принял такое решение. А картошка варилась вот там вот, в этом котелке на огне. Кстати, вода закипела. Закипела. У-у-у, как она бурлит. Видно, что бурлит.
Так, о чем будем делать? А мы будем делать вот так вот. Опа! Вот, для чего еще мачете может применяться при необходимости, когда ничего нет под рукой. Хотя, конечно, лучше палочкой. Но я думаю, за короткое время с ним ничего не случится. Это ж не то же самое, что прокаливать вот там на костре. О, какие гнилые горят. Вот думаю, не пойти ли отпилить мне еще такую от елки. А елка там упала гигантская. Вот то, что я пилил. Просто гигантская. На своих ветвях она опирается, лежит. Сухая вся. Ну, точно больше 20 метров длиной. Здоровое дерево такое. И хорошо, что на ветвях она лежит. То есть сам ствол высоко от земли. Поэтому пилить его будет очень удобно. Как колбасу нарезать. Вот. И сейчас я отпилил самую толстую часть. Это вот. А постепенно буду пилить не такие толстые. Что еще хорошо, зимой. Зимой, если я сюда приду, эта елка тоже будет достаточно высоко над снегом. И я ее накромсаю. Вот, все мысли о пилении. Осенний пилофон. О, вот она, гнилушка-то. Тут более-менее сухая. Буду сжигать тут всякий мусор. Вот думаю, что делать вот с этим бревном. Есть у меня такая мысль. Отпилить от него пару кусков. Оно довольно твердое. Пару кусочков-то отпилить. И под вот это бревно, на каком я сижу, подложить. Чтобы оно стало повыше и... Ну так, как бы для сидения удобней. А остальное можно и сжечь, в общем-то. Потому что там дальше оно... Хотя это... Что это такое? Не дуб, нет. Какая-то осина, наверное. Осина, скорее всего. Осина. Не горит без керосина. Да, расчистить тут. Расчистить. Вот тоже я отпилил от нее кусок. Ну, можно сжечь. Да и даже нужно, я думаю, сжечь. Чтобы место было облагорожено от всякого мусора. Вот какие тут задачи стоят. То есть пила, еще раз повторю, если только есть такая возможность, пока она еще больше не подорожала, лучше купить сейчас. Потому что потом, может, их вообще не будет. Хоть какую. Нет возможности катана бой, так любую другую. Но главное силки. Потому что все-таки эти пилы настоящее удовольствие приносят, когда пилишь. Чувствуешь себя человеком. Не мучаешься, а наслаждаешься пилением. А это все-таки стоит того. Вот, решил я попилить немного. Сначала надо так, по чуть-чуть. А потом уже можно это выстрелить. Фух. Хоть и мощная пила, но передышка все равно необходима. Фух.
стоят. О, нелегкая эта работа. Но ничего, если бы я рубил бы ее или пилил бы еще чем-то, кроме бензопилы, наверное, то это было бы тяжелее. Уже больше половины. О, передохну, объелся еще супа. О. О. Супа наелся. 3 тарелки. Сейчас в животе он там переливается. Ну, осталось, в общем, немножко там отпилить. И будет такая здоровая коряга. Вот я думаю, не надо ли снизу немножко. А то они бывают... Трещина идет такая. Сейчас чуть-чуть снизу подпильну. Да. А там не очень-то подлезешь. Всякий мусор тут. Ничего, подлезу как-нибудь. Что там? Фу. Вот снизу она цепляется там. Может, за мусор какой-то. Ну, надо. Да. Бог с ней. Продолжим сверху. О, пошло. Опа. Yes. Как здорово. Ровнейшая. Вот тут я чуть-чуть подпилил, и она не дала трещину. Ой, красота. Потом по видео посмотрю, сколько это заняло с отдыхом. Но толщина ее, ну да, 30 сантиметров, полпилы, 30 там с чем-то. Вот так вот. И какая ровная. Потом сделаю, может, из следующего куска пенек, чтобы сидеть. Вот такая вот красотень получилась. Ну да, 5 минут с отдыхом. Это недолго. Да, уже пора спать. Время позднее, почти час ночи. Ну, где-то начиная с 6 часов, наверное, горел костер. Я его не буду гасить, пусть горит. Может, завтра угли останутся. Хороший день. Даже особо не устал. Приготовил суп.
Поел, заварил чай. Вот палатка там, ветер раздувает палатку иногда. Ну и вообще слышно, что ветер в лесу шумит. Вот все засыпанные пеплом стоят мои тут причиндалы. Распилил я то бревно, которое еще лежало там, вот в той стороне, и сжег. Распилил его маленькой пилой Гамтара, как раз там это самый был подходящий вариант. Хорошо все. Вот я думаю, некоторые люди ходят в походы и не жгут костра. Все-таки мне не понять. Вот сейчас я у костра весь просушился, мне тепло, хорошо. Сижу тут, смотрю на огонь. Сварил суп на костре. А так вот сидеть в темноте, в холоде, варить какие-то там полуфабрикаты на газу, экономить этот газ. Когда есть дрова. Ну, понятно, нет дров. Ну, когда есть, не знаю. Мне кажется, без костра это не то. Нет того удовольствия. Это центр притяжения, фокус внимания. Ну и наслаждение, вот, смотреть на этот огонь, подправлять его, разжигать, контролировать, пилить дрова. Это все часть развлечения. А что толку, как некоторые весь день куда-то там гребут, потом, изнемогая, там кое-как поставили палатку, бог спать, потом опять гребут. Ну что они видят как бы по дороге? Это не то. Конечно, я не осуждаю, просто не могу этого понять. Зачем? Мы же приходим на природу, чтобы постичь ее. В общем-то, здесь она такая же, как и в 100 метрах или в 100 километрах отсюда, в общем, то же самое. А если так вот галопом нестись, не знаю. Нет. Надо посидеть у костерка, подумать. Ведь главное, конечно, это вот подумать. А подумать есть о чем. Особенно, когда человек один. Самые разные мысли приходят. Важные мысли. Вон видно, сколько углей. В общем-то, костер небольшой, пламя небольшое, но жар идет от него очень сильный. Именно такой должен быть костер. Жаркий, но не с очень большим пламенем. И чтобы он горел долго-долго, часами. И не требовал особого к себе внимания. Ну, там изредка можно вот взять, вот поправить бревно, туда затолкать. Ну, а не то, что бегать все время, собирать какие-то веточки. Тем более не понимаю, когда толстые бревна топором раскалывают. Зачем? Вон положили в костер, и все, пусть горит. Еще ладно, там для печки можно пораскалывать, но тоже сомнительное удовольствие. Проще найти вот такого вот диаметра, как вот это бревно, и напилить их просто. Может, чуть поменьше. Быстро напилить и топить эту печку, а не колоть какие-то здоровенные бревна. Тут не надо делать лишних движений. Никаких лишних работ делать не надо. Понятно, там привезли, если в сельское поселение, там в дом какой-нибудь, на дачу,
коряги там здоровые, которые не лезут в печь. Там делать нечего, надо колоть. Но в лесу есть выбор. Для костра можно толстые, для печки тонкие. Кстати, в этот раз я печку думал взять, но не стал. Вот тут тоже можно взять и поправить. Так вот. Просто поправить. Думал взять печку. А потом подумал, зачем? Сейчас, в принципе, не очень холодно. Ну, сейчас где-то градуса 4 на улицах. Может, 5. Так вот, по прогнозу. Ну и по метеосводке. Можно было бы. Но это лишний вес. И, ну, как бы принципиальной потребности в этом сейчас нет. Попозже, вот когда будет снег, холод, чтобы греться там в палатке. Когда уже около костра будет спина мерзнуть так конкретно. Костер, он с одной стороны греет, а с другой стороны это холодно. Вот, сейчас пока такого эффекта особо не ощущается. Вот, хочу сказать насчет того, как я буду спать. Вот. Сейчас я покажу, как я буду спать. Такой у меня тут предверный коврик. Вот. Посмотрим, может, надену вот этот вот капюшон пуховый. Носки пуховые, скорее всего, одену. Но буду спать я голым. Даже без термобелья. Просто в спальнике. Вот спальник там лежит, я его еще не развернул. Вот коврик тут, один, другой. Там вот рюкзак. Ну, тут вещи всякие лежат. Вот, собственно, вся палатка. Вот, почему я буду спать без одежды? А потому что нет смысла. Зачем? Пусть одежда у меня полежит снаружи, я сделаю из нее подушку там, может быть. А в спальнике достаточно и без одежды. Даже так лучше. Это эффект тот же самый, как перчатки и рукавицы. В перчатках рука мерзнет больше, чем в рукавице, потому что там все пальцы вместе. То же самое и тут. В спальнике лучше спать без одежды. Но, конечно, учитывая то, что мы потеем, тело может быть не очень чистое, мыться здесь сейчас возможности нет. Поэтому надо использовать вкладыш, потому что стирать спальник очень-очень нежелательно, тем более пуховый спальник. Ну, тут вот веревка лежит, перчатки. Ничего тут больше нет. Вот береста лежит, на всякий случай разжигать. Вот, пуховый спальник стирать нежелательно. Поэтому я вставлю вкладыш. Кстати, конденсатник я что-то в этот раз не взял. Ну ладно, обойдусь без него. Ничего страшного. Влажности вроде особой нет сейчас. Вот, буду спать без одежды, но в носках пуховых. И в шапке вот этой пуховой. В капюшоне пуховом. Беру в палатку продукты. Термос. Это я, наверное, тут все оставлю. Вряд ли кто возьмет. Может, я отнесу, посмотрим. Вот, время уже много, пора спать. Утро вечера мудренее. Вот, костер будет гореть, освещать чуть-чуть мне тут. Я буду спать, отдыхать. Готовиться к завтрашнему дню, к завтрашнему пилению. Потому что завтра я тоже, конечно, уже попилю. Не просто так я ехал сюда. Одной из задач это было попилить тут в волю. Пожечь костер. Вот жалко, не взял я рыболовную снасть. Потому что вода поднялась. Наверное, перед зимой там жор какой-нибудь идет у рыбы, у щуки. А тут она, в принципе, есть. Можно было попробовать поймать. Но не взял. Что делать? Ладно, всего нельзя охватить. Буду готовиться ко сну. Завтра будет новый день.